Всем привет! Вы на канале Польза.нет, меня зовут Саня, и сегодня, вопреки всему, несмотря ни на что, я буду вам рассказывать об умных часах для вот этого смартфона. Это Pixel 7 Pro. Разумеется, для яблока существуют только яблочные часы. Разумеется, Pixel Watch, которые сегодня будут на обзоре, к сожалению, никоим образом не могут быть подключены к яблочным устройствам. Но это с одной стороны, к сожалению. С другой, вы прекрасно знаете, что по размеру Pixel Watch нереально маленький а-ля мини-браслет. Вы уже прекрасно знаете о том, что железо там, мягко скажем, не фонтан из года так 2018. И если брать с улыбкой на лице и попытаться вам рассказывать, какие они прелестные на полчаса, нет, я этого делать не буду, я вам сегодня просто расскажу, на что бы я обратил внимание. И вполне возможно, люди, имеющие на руках данные устройства под названием Pixel, посмотрят в сторону Samsung. Вы думаете, это оговорочка по Фрейду? Нет, посмотрите обзоры, вы все поймете. И всем, кто оставил любой комментарий больше 5 слов, огромное спасибо, вы помогаете проекту. А за умные часы Pixel — это редкий случай, когда я не покупаю девайс, потому что я знаю, что это за девайс. Огромное спасибо Филу с канала Честный Блог, ссылка будет в описании, смотрите его мнение тоже. Распаковка. Поставляется новинка от Google в белой коробке из плотного картона. На ней есть название и изображение модели, плюс, разумеется, краткие характеристики, которые вы, к слову, можете и на сайте у них посмотреть. Коробка весит 291 грамм, пакинг отличный, в комплекте мы имеем сами часы, магнитное зарядное устройство без пинов, и оно неразборное, кабель от Кредла, разумеется, не отсоединяется, это нехорошо. Далее сменный ремешок и краткая информация. Весят смарт-часы 62,2 грамма вместе с ремешком, и это ультра мало, учитывая размеры и вес Apple Watch, допустим, 7 серии. Размеры небольшие, 41 мм в диаметре и 12,3 мм в толщину. Один ремешок для маленького запястья на 130-175 мм, второй на большое 165-210 мм. Ремешки тактильно очень приятные, но они уникальные, и заменить каким-то ремешком с Алиэкспресса на данный момент не получится. Я пока не видел в продаже. Может быть, вы уже видели, напишите в комментах, что на Али уже есть, бежим покупаем. Также минус этого крепления в том, что можно даже не нажимая на кнопку отсоединить ремешок, а просто приложить немного усилий, и ремешок отсоединится сам. Разумеется, при носке часы у меня не слетали, как и у других пользователей, но все бывает, так сказать. Неосторожные движения, и вы останетесь без часов. 7 обзоров в неделю выгружаю, ежемесячно разыгрываю 5 Mi Band 6 серии за лайк, подписку и комментарий к любому видео. Не забудьте подписаться на телеграм-канал взаимопомощи и телеграм-канал скидок. Там только выгодные предложения и различные вещи, на которые стоит обращать внимание при покупке на различных платформах. Все розыгрыши 30 числа каждого месяца на стриме, подписываемся, перейдем же к смарт-часам. Полетели. Поставляются Pixel Watch в версии Wi-Fi плюс Bluetooth и в версии LTE плюс Wi-Fi плюс Bluetooth. Расцветок корпуса на выбор 3, также есть различные варианты ремешков. Выбрать есть из чего. Ну, напоминаю еще раз, что если вы находитесь на территории Российской Федерации, версия LTE вам однозначно не нужна. Дизайн устройства интересный, выглядят они стильно, но лично мне больше импонируют круглые смарт-часы с прямыми гранями, допустим, как у Samsung. Но тут все, как говорится, индивидуально. Корпус выполнен из нержавеющей стали, сборка и качество материалов очень хорошие. При носке Pixel Watch не ощущаются, спать в них комфортно, что неудивительно при их размерах и эргономике. Но ремешок лично мне не зашел в плане удобства. На корпусе расположили краткую информацию, область для зарядки, датчики мониторинга здоровья, динамик и микрофон. Из датчиков на борту компас, высотомер, датчик кислорода в крови, оптический датчик пульса, акселерометр, гироскоп, датчик внешнего освещения и многоцелевой электрический датчик. Данная модель измеряет все в автоматическом режиме. Измерения SPO2 нет, хотя датчик есть на борту. Ко всему есть измерение КГ, которое у меня не запускается, его можно каким-то образом запустить, но смысла я в нем не вижу. Напоминаю, что я считаю, что есть Watch D у Huawei, измеряют давление, хорошо, Амроны, а вот все, что связано с ЭКГ, если вы не на территории государств, в которых эта функция официально поддерживается, и у вас нет какого-нибудь сервиса, в котором доктора в онлайне проверяют ваши показания ЭКГ, и у вас есть реально какие-то заболевания, однозначно о них забывайте, не стоит на них надеяться точно. Вы расшифровывать ничего не можете, а сервисов у нас таких нет, во всяком случае от техногигантов. Также отмечу, что при подключении часов к смартфону нам предлагают привязать их к приложению Fitbit, но работает это все в паре очень странно, а точнее оно то работает, то нет. То вроде бы идет синхронизация данных, а на часах пишет, что нужно подключить их к приложению, хотя уже все манипуляции были произведены. Ну, химия. Ко всему, для того, чтобы пользоваться полными функциями, такими, скажем, как премиум функциями, нужно оформить подписку Fitbit, но в России это сделать без VPN и сторонних сервисов нельзя. Из
Измерение пульса быстрое и точное на уровне топов, за что отдельный плюс. Также на корпусе есть физическая кнопка, с помощью которой можно посмотреть недавние приложения. Кнопка колесика для перехода к приложениям. С нее можно запустить бесконтактную оплату, включить или выключить или перезагрузить устройство. Прокручиванием, которое сопровождается слабой вибрацией, можно перемещаться по интерфейсу. Переназначить команды нельзя, значит используем то, что есть. С фронтальной части находится AMOLED-дисплей на 1,2 дюйма со скромным разрешением 384 на 384 точки. Частота обновления экрана 60 Гц, скроллинг плавный, 60 Гц ощущаются. Плотность пикселей отличная, 320 ppi, рамки есть и они прям огромные. Даже для 2020, не то что 2022 года для умных часов. Посмотрите любые за последние 2 года на моем канале. Мне кажется, вы не найдете таких рамок. Даже у китайского дешмана. Но это лирика. Экран имеет закругленные края, покрыт он Corning Gorilla Glass 5 версии и, разумеется, через месяц будет точно весь в царапинах. Максимальная яркость 1000 нит при прямом попадании света на экран с максимальной яркостью, яркости с запасом, что делает использование данной модели комфортным, если не вспоминать про автономность при этом. Автояркость на борту и работает она быстро и корректно. Ко всему есть еще Always On Display. Время до отключения экрана максимум 30 секунд, могли бы и дольше сделать, хотя бы до минуты. Но тогда бы они день даже не жили, правда? Активация экрана при поднятии запястья срабатывает отлично и молниеносно. Устанавливать пароль, включать режим «Не беспокоить» или функцию определения падения можно. По свайпам с главного экрана сверху вниз панель быстрого доступа, в которой все стандартно, тот же фонарик или режим театра и так далее. Слева направо и наоборот карточки, или как их называют, виджеты, и, к примеру, погода, мониторинг здоровья или тренировки. Снизу вверх уведомления все более чем стандартно, но удобно. В меню есть стандартные приложения, а также возможно воспользоваться Play Market, чтобы установить различные сторонние приложения. В часы установлен старенький процессор Exynos 9110 с техпроцессом в 10 нанометров, сопроцессор Cortex A53, внутренняя память eMMC на 32 гигабайта, оперативной памяти 2 гигабайта. И вы понимаете, да, что все это очень-очень старое. Кроме операционной системы, она здесь свежая, Wear OS версии 3.5. Делали с Samsung, молодцы, лучше бы еще железо у них взяли. Во время использования у меня интерфейс подлагивал и не раз, не знаю, у кого он идеально работал, есть у кого поучиться. Фактически у всех топов. Bluetooth версии 5.0, подключить Bluetooth наушники можно, а вот нагрудный датчик Polaris H10 подключить у меня не удалось. Наверное, по другим протоколам другие нагрудники подключить можно. Напишите, что вы смогли сюда подключить. NFC-модуль на борту можно завести MirPay, но это всегда делается через ADB. Кому нужно, можете посмотреть ветку на 4 PDA. Вроде бы все просто, но заморачиваться, согласитесь, не особо кому-то хочется. Хочется все по старинке из коробки. Wi-Fi поддерживается 4-й версии однополосный. Это прям очень старенький. Автоопределение активности на борту, как и отслеживание плавания. Все от нее безумно радуются, но скажем, что с этим автоопределением они намного быстрее разряжаются. И никакого дня у вас не будет. Настроек для тренировок мало, их по пальцам можно пересчитать. Pixel Watch имеет GPS плюс GLONASS позиционирование, но работает оно не лучшим образом. Время определения местоположения рандомное. Но больше всего определение занимает немало времени, а вот шаги считает хорошо. Погрешность есть, но минимальная. Далее, исходя из того, что Google Pixel Watch оснащены микрофоном и динамиком, вы можете разговаривать через смарт-часы и вызывать голосового ассистента, что удобно. Звонки приходят по Bluetooth соединению в версии Wi-Fi. eSIM завести можно в версии LTE, но не во всех странах. Все зависит от вашего сотового оператора. Может быть, когда-нибудь у нас это будет, но точно не в ближайший год. Звучание динамика хорошее, но тихо, а микрофон отрабатывает отлично. Вибромоторчик приятный, но не настраиваемый. Уведомления приходят моментально, отвечать на них можно, используя клавиатуру, смайлики, голосовой ввод и даже заготовки. Клавиатура не совсем удобна из-за размеров экрана, но круто, что она есть. Фотографии в уведомлениях с Telegram или WhatsApp не отображаются. Емкость аккумулятора 294 мАч, что маловато, так как такой объем аккумулятора я привык встречать в смарт-часах до 5000 рублей, а не в смарт-часах за 20 с лишним. Но вспоминаем размеры смарт-часов. Полный цикл зарядки занимает 1 час 25 минут, быстрая зарядка на борту за 15 минут набежит около 40% заряда, но опять же на день вам их не хватит, поэтому смысл в этой быстрой зарядке я вижу маленький. Также отмечу, что данная модель имеет беспроводную зарядку стандарта Qi, то есть просто кладем на беспроводную зарядку и вуаля, они заряжаются, только ремешок может слегка мешать. В среднем сценарии использования без Always On Display они могут прожить до 1,5 дней, не больше. В интенсивном сценарии использования они проживут максимум сутки, и то вряд ли. Если вы включите все, включая АОТ, начнете с них звонить, на день вам их не хватит. Водонепроницаемость класса 5 атмосфер, но гарантии, что они выживут после утопления, производитель не дает. Он об этом заявляет прямо в рекламе, 12-й пункт на их основной странице, но плавать вы в них можете и отслеживать плавание.
Разумеется, я их окунул в воду, по итогу с ними ничего не произошло, но если нет гарантии, я бы не стал купаться вместе с ними. Когда сам производитель говорит, мы не при делах. Странно, правда? Приложение Watch, приложение все стандартно, есть заряд аккумулятора в процентах, магазин с watchface'ами, которые можно настраивать под себя. Ко всему еще есть циферблаты, через которые можно переходить к другим приложениям, к примеру, измерению пульса. Но лично по мне интересных действительно watchface'ов мало. Да и при таком размере, ну какие они будут интересные? Просто скрывать рамки. Далее есть настройка карточек, синхронизация Fitbit, специальные возможности, магазин приложений, стандартные настройки устройства и обновления. В приложении Fitbit есть мониторинг вашего здоровья, как вы уже поняли. Минусы: нельзя коннектить данные часы к айфонам, малое время автономной работы из-за маленького аккумулятора, широкая рамка, старый Bluetooth, старое железо, мало настроек для тренировок, размеры смарт-часов маленькие, как по мне, на мужской руке они смотрятся нехорошо. К примеру, топовый Apple Watch или Samsung или Huawei или Xiaomi выглядит значительно лучше. Плюс полезная площадь экрана. Вы понимаете, что его здесь почти нет. Операционная система, если сравнивать с Apple Watch, медленнее, притом значительно. Google Pixel Watch еще сыроватый. И эта сыроватость не в ПО, а в железе. Ну а его с обновлениями вам не завезут. Цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео. Опять же, у кого есть пиксель-фоны, почему бы и нет, почему бы не поиграться, уже цена более чем адекватна. Не забудьте подписаться на телеграм-канал взаимопомощи, телеграм-канал скидок. В телеграм-канале скидок, допустим, недавно на той же Яме был промокод на 12% на электронику. Как вы понимаете, ну очень так выгодно-то получается иногда. Поэтому следим, подписываемся, смотрим, делимся. Не забудьте подписаться на основной канал YouTube и написать в комментах, что бы вы еще хотели увидеть на обзор. Мировать я бы хотел довольно просто. Лично мое мнение, зачем Pixel выпустили данные часы, все очень просто, чтобы просто что-то выпустить, потому что они уже начали работу над этими часами, они ее продолжили, они вроде бы допилили ПО, и нужно выпустить продукт. Вполне возможно, во второй версии, в третьей версии данных часов, она 99% будет, мы получим достойное железо, не лагающее ПО, возможно заводить eSIM не только в странах Запада. Напоминаю, что в России это сейчас невозможно. Разумеется, да, можно закидать туда карты оплаты, но 3 действия для того, чтобы оплачивать МИР-ПМ, серьезно, может быть, кому-то будет и удобно. Скажем так, девайс однозначно не стоит своих денег, это лично мое субъективное мнение, даже если вы будете его приобретать. По ссылке в описании он в районе 23-25 тысяч рублей уже торгуется. Верхний ценник для данной модели, опять же, если у вас Pixel, это 1018. Посмотрите на Samsung Watch 5 Pro, что они могут. Это будет обзор у меня через дня 3. Вот их я купил уже себе сам и вряд ли буду продавать, может быть, даже продам, но они классные. Ультру я однозначно приобрету. Пишем в комментах, на что бы вы еще хотели увидеть обзоры. Не забывайте, что на канале есть топ фитнес-браслетов, топ 10 умных часов 2022 года и в описании еще топов 12 2022 года. Все свежее, интересное. Не забывайте подписаться на телеграм-канал скидок. Я там рассказываю мою историю. Первый раз за 5 лет мне вместо смартфона прислали пустышку. И, к слову, не только мне, но еще и некоторым блогерам. У меня контента по поводу этого не будет, у них будет 100%. Подписывайтесь на телеграм-канал взаимопомощи, там 14 тысяч человек. Что-нибудь полезное через поиск точно для себя найдете. Девайсу однозначно нет. Добра и удачи вам, дорогие друзья!